Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня понедельник, это значит выходит новое отчетное видео о моих готовых работах за прошедшую неделю. Мне кажется, я хорошо потрудилась на прошлой неделе. Связала несколько интересных новых работ. Сейчас я вам их, конечно же, представлю во всей красе. Также я поделюсь своими процессами, что сейчас у меня на крючке. Покажу рукодельные обновки, ну и немного о планах. Так что устраивайтесь поудобнее и всем приятного времяпрепровождения. Надеюсь, вы сейчас вяжете или пьете чай, занимаетесь какими-то домашними делами, и мое видео как-то украсит ваш досуг. Ну давайте начнем с куколки, которую я вам показывала в прошлом видео. Я ее доделала. Вот такая красавица у меня получилась. Мы с вами вязали такую куколку. Мастер-класс есть у меня на канале. Ссылку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Рост такой куколки 23 сантиметра. Небольшая куколка, очень миленькая. Вязать ее быстро, но единственное, что с волосиками здесь мне пришлось потрудиться. Я использовала шерстяную пряжу, 4-ниточку, и вот каждую ниточку мне приходилось разделить на две половинки, чтобы паричок был попышнее. Вот так она выглядит сзади, куколка. Можно немножечко волосики подровнять. Вот такое крепление ниточек у меня за передние полупетли. Можно собирать в хвостики или косо заплетать, можно назад волосы откидывать или наоборот вперед, вот так укладывать в форме челочки или прикладывать вот так волосики. Сумочка из серебристой пряжи, как клатч, вечерняя сумочка получилась. Башмачки также сделала под цвет кофточки, но это другая пряжа. Если это Ярнар джинс, то это полушерсть. Вот. И что же у меня будет входить в такой комплект? Шапочку с шарфиком я вам уже показывала. Так, я уже точно не помню, что было. Так, кажется, юбочка тоже была в прошлый раз. Вот это точно помню, жилеточка была. Кофточка мятного цвета. Так, белое платье. Еще одно платье. Туфельки у меня серого цвета я сделала. И в комплект, чтобы можно было менять гардероб, сделала еще туфельки вот такого вишневого цвета. Еще одна пара туфелек. Эти на перемычке, эти просто. Так, что тут еще интересненького? Также я в комплект прикладываю две резиночки, такие маленькие, они мягенькие, чтобы можно было делать прическу куколки. Так, две вот такие резиночки, может быть, сама хозяйка куколки будет использовать для своих причесок. Вот они хорошо сочетаются с платьями. Так, связала вот такого кролика. Не знаю, как это будет, игрушка для куколки или кролик такой домашний из живого уголка. Малюсенький такой. Посмотрите, как она будет с ним играть. Тушки немножко вот отлежались. Вот такой маленький кролик. Давай, иди, дружочек, сюда. Дальше связала авоську. Также по цвету подходит все. Можно ходить и за продуктами, и на шопинг. Шопер. Так, и еще что самое интересное. Так, корзиночку пока отставлю. У меня тут все в корзиночке хранится. Связала вот такого домашнего питомца для нашей куколки. Котенка. Как это называется? Лежанка, наверное. Посмотрите, давайте рассмотрим повнимательнее. Я его начесала. Раскрыл пушок. Это шерстяная ниточка. Вот такой малюсенький с хвостиком все. Котеночек. И сделала для него корзинку, такую лежанку, и мягенький матрасик из плюшевой пряжи.
Все уютно так. Тепло, чтобы ему было. Пусть он тут мурлычет. Вот такой комплект у меня связался. Вот. Пока, не знаю, нужно что еще добавлять, не нужно, но я уже все сфотографировала. Эта куколка у меня уже забронирована. Все, заказчику понравилось. Точнее, даже не заказчику, а когда покупатель увидел и решил купить. Я вязала эту куколку не на заказ, но она уже нашла свой дом. И скоро я буду ее также упаковывать и отправлять новой хозяйке. Вот, напишите в комментариях, что еще можно связать в комплект. Комбинезон почему-то я не стала вязать, так как колготочки сами по себе уже нарядные. И мне кажется, не нужно здесь комбинезон. Вот. Теплую кофту вязать. Может быть, в следующий раз и кофту свяжу и отправлю, потому что этот покупатель у меня уже покупает не первый раз. Игрушки, носки, все там. Договоримся. Так, все, куколку убираю и подключаюсь. Так, сейчас хочу с вами поделиться своей проблемой. Опять у меня какие-то вопросы возникают. Интересно, у кого-то так же или нет. Вот собираюсь я навести порядок в комнате, перебрать пряжу, смотать клубочки, все рассортировать. Но вдруг мне на глаза попадается какой-то моток. Все, забываю про порядок, про уборку. Ничего мне уже не нужно, это все уходит на второй план. Все, и меня прям сразу захватывают эмоции. Если я сейчас не начну вязать из этого мотка, все, меня просто разорвет на части. Вот. Напишите в комментариях, у вас такое бывает или нет. Или вы вяжете только то, что запланировано, все четко по графику, там по своему плану. Но у меня как-то все с бухты-барахты, все как-то не систематично. И вот на этот раз мне понадобилось срочно связать вот такого зайца. Вот бежевый моток мне в руки попался. Все, бегом-бегом нашла схему и связала вот такого зайчика. Схема знакомая, но я немножечко его переделала. Сделала по-другому ножки, ручки, что-то тут изменила. И вот этот зайчик, так как пряжа это потолще, чем Yarn Art Jeans, это у меня молочный хлопок от Астры, по-моему. Он потолще. И, конечно же, вот зайчик получается покрупнее, чем все мои предыдущие зайцы, связанные по этой же схеме. И посмотрите, какой он симпатулечка у меня получился. Тоже сделала ему полосатую кофточку. Но здесь уже другая пряжа, не как вот колготочки у куклы. И это разная пряжа, но все по цвету у меня тут сочетается. Вот так, видите, как они смотрятся. Это джинс, это какая-то Аделия, как называется. Не буду сейчас этикетку искать. Вот. Так, рост такого зайчика давайте также померим вместе. 32 сантиметра. Имитация носочков. Носочки также шерстяные у него тут тепленькие. Сделала ему шортики. Вот так он выглядит. Туловище тут не трусики, а просто вывязывается не из туловища под цвет вот маечки, как комбинезончик боди. Так что он не с голой попкой у меня. Носик вышитый, глазки на безопасном креплении. Вот такой хороший, милый зайчик. Туфельки из пряжи джинс, также под цвет шортиков. Носочки не снимаются, цельновязанные. И посмотрите, как интересно вывязываются пяточки. Видите, как? Не просто прямые ножки, а вот именно с изгибом стопа, пяточка. Башмачки легко надеваются. Вот так. Все. Интересный зайчик. Вязать его, кстати, просто, быстро. Все равно времени, конечно, требуется предостаточно на него. По взмаху волшебной палочки, конечно же, не получаются такие игрушки. Так, и дальше. Все, связала зайца, думаю, пойду перебирать пряжу, разбирать, что-то у меня осталось. Нет, опять попался моток белой пряжи, остаток от вот этих зайчиков. И я подумала, что раз у меня эти зайчики продались, то нужно мне связать еще таких зайчиков. Вот они приехали к нам. Посмотрите, какая корзина для покупок, тележка точнее.
Я ее купила в фикс прайсе, но уже давно, для фотографий игрушек. Все, прибыли на станцию, выпрыгивайте. Ну, таких зайчиков я уже вязала. Очень-очень просто они вяжутся. Я хотела сначала сделать видео, как я их вязала, а потом решила, просто я опубликую описание этих зайчиков в моем телеграм-канале. Вот можете перейти, там все очень-очень просто вяжется. Вот этот овал. Ну, овал это плоский, как называется, яйцеобразная вот эта фигура. Вывязываются сразу 4 лапки, ушки пришивные, тут буквально 5 рядочков, наверное, ушки. Глазки бисеринки, носик вышитый, ну, сумочка тоже тут очень-очень быстро все делается. Ну, немножечко подрумянила щечки и подкрасила ушки. Вот, 3 зайчика. Также отвезу их на полочку в магазине. Те 2 зайчика у меня продались, поэтому решила пополнить ассортимент на полочке. Ну и так как осталась пряжа у меня, я вспомнила, что давным-давно хотела связать я гусенка или утенка, не знаю, кто это. Вот, и связался у меня вот такой малыш. Посмотрите, какой он прелестный, миленький. Схема у меня давно была уже сохранена. Вот, по-моему, его вяжут из плюшевой пряжи там в мастер-классе. Но я решила связать... Ну, давайте я возьму сейчас моток этой пряжи, покажу, что же это за пряжа. Такая она приятная, тактильно на ощупь. Так, вот эта пряжа. Это... Мне что не нравится, что в Леонардо заклеивают. Это Аделия Кис. По-моему, полиэстер это. Да, 100% полиэстер. 50 грамм, 145 метров. Ну, посмотрите, она такая мягкая-мягкая. Прям мягенькая пряжа. Очень приятная. Она, конечно, рассаивается. И я вот этого гусенка или утенка, не знаю, вот можно назвать его гадким. Но такой он миленький. Ну, какой-то он несуразный. Вот эти длинные ножки его. Я его немножечко начесала, но все равно вот этот пушок, он как бы привалялся обратно к телу. Надо его, наверное... Ну, смысла, наверное, не было его начесывать сильно. Вот такой бантик ему прилепила, тут пришила для украшения. Ну, там также видео, ой, в мастер-классе, это мастер-класс такой в PDF-формате. Крылышки пришивные, вот этот хвостик отдельно вывязывается, пришивается, голова к туловищу также пришивать нужно, клюв пришивной, лапки пришивной. И лапки, если вы обратили внимание, также вяжутся непросто. Вначале вяжется нижняя часть, тут разрез посередине, и потом к этому разрезу опять присоединяем нить и вяжем уже основную часть ножки. Вот. Ну, долго-долго с ним пришлось повозиться. Глазки здесь вышитые. И бровки. Вот такой нежный, милый взгляд у него. Вот такой лежит он, не знаю, или на пляже загорает, или он только вылупился, не может выбраться. Ну-ка, давайте мы его в корзиночку, как будто бы он в гнездочке. Вот он. Так. Хорошенькая игрушка, мне кажется, она такая привлекательная. Вот, так что, и вот из одного моточка пряжи, вот 50 грамм, у меня получилось 5 зайчиков, вот такой утеночек. Ну, понятно, что мы тут добавляли другую пряжу в компаньоны, да, на клювик, на лапки. И остался еще малюсенький моточек, отрезок вот этого Аделия Кис. Так что очень хороший экономный расход пряжи. Вот такие у меня новые игрушечки. Ну и связала еще одну капибарочку, брелочек. И сделала зеленый шарфик, но это для полочки в магазине также. Капибарок покупают. Пусть будет еще также у меня и такой товар в наличии. Так что вот такие игрушки у меня связались. 3 маленьких зайчика. 1 большой зайчик. Я сейчас посмотрела, когда искала вот эту пряжу. Это пряжа, правильно я сказала, молочный хлопок от Астра Премиум.
И куклу куда дела? Ну, тут мало совсем мне работы оставалось, поэтому это все быстро. Точнее, я это все связала не за неделю, а начиная со среды, так как у меня последнее видео вышло уже в среду. Вот четверг, пятницу, в субботу. В воскресенье я почти не вязала, потому что мы гуляли, поздно пришли, я уже устала. И сил не было вязать, тупо сидела в телефоне. Ключевое слово тупо. Ну, будем считать, что тоже работала, так как на Пинтересте зависала, ну и всякие интересные видосики смотрела, рукодельные также. Вот. Так, я же забыла показать еще своих маленьких китят, которые у меня связались также. Хотя вот слово «связались» мне не нравится. Само ничего не вяжется, которые я связала. Вот так буду говорить правильно. Связались. Что значит связались? Если бы все так было быстро, просто раз-раз и связалась, нет. Так вот, эти мои новые рыбки. Почему рыбки? Не знаю, что-то у меня сегодня с головой. Наверное, жара так действует. Киты это ведь вроде бы млекопитающие. Это не рыбы. Ну ладно, вот такие китята у меня связались из остатков пряжи. Они такие милаши. Почему-то раньше я все время, когда смотрела на других каналах у рукодельниц, когда они вязали китят, я думала, как-то я не хочу таких, мне они не нравятся. Но вот стоило мне связать одного китенка, и все, пошло-поехало, меня уже не остановить было. Посмотрите, какие они милашечки, малявочки. Размер такого китенка вот 7,5-8 сантиметров. Пушистенькие. Может быть, потому что я их связала не из плюшевой пряжи, а вот из полушерсти, поэтому все-таки плюшевые игрушки все равно не так для меня привлекательны, как из полухлопка, из шерсти, из полушерсти, из тонкой пряжи. Вот этот прям видно. Все, я спустила на него до последней ниточки. Вот этот темный цвет, вот такой китенок. Видите, они все разные. Но все равно это как будто бы они из одного семейства у меня. Семейство китовых. И вот получился такой полосатик. Часть вот от этого китенка, вот светленький, темный от этого. Но он получился не менее обаятельным и привлекательным, чем эти китята. Здесь пряжа уже потолще, также остаточки здесь серая, голубая. Поэтому он получился побольше размером, так как пряжа толще. И вот такие малюточки. Вот 5 таких замечательных брелочков. Мне нужно подцепить теперь карабинчики к ним. И также отберу какие-то на полочку в магазине, какие-то возьму на ярмарку. И буду вязать их еще. Если вам нравятся такие китята, вы мне напишите, и я также поделюсь в описании в своем телеграм-канале. Но, по-моему, там описание на испанском. Ну, мне кажется, ничего сложного, мы же понимаем 6, 12, 18, что здесь прибавки. Если на уменьшение, значит делаем убавки. Вот. Плавнички пришиваются, хвостик также вяжется из 2 частей, сшивается между собой и потом прикрепляем уже к основной детали, крупной, к туловищу. Глазки я оставляла на безопасном креплении, но можно вышить и черной ниточкой в целях экономии, чтобы не тратить также на глазки. Но это кому как больше нравится. Ротики никакие я не стала им вышивать, они и так симпатульки, и это уже лишнее, я считаю. Вот. Так что напишите, как вам понравились такие китята. Вот. Мне они прям приглянулись. И раз уж я начала вязать, все, у меня уже, как обычно, не остановить. Вот 5 штучек связала. Если будут продаваться, вязать их быстро, буду еще вязать. Также на прошлой неделе мне пришел заказ связать воротничок для будущей первоклассницы. Я такой воротник вам показывала недавно.
Но тот у меня был побольше размером, а здесь уже был задан конкретный размер 40 сантиметров. И вот такой воротничок у меня появился. Опять вот появился, ни с того ни с сего. Появился, откуда ни возьмись. Конечно же, я его связала при большим удовольствием. Воротнички вязать мне очень нравится. И я быстренько связала вот этот замечательный воротничок. Он у меня на завязочках. Вот. Вязала из пряжи Коко от Vita Cotton крючком 2 миллиметра. Такой интересный, простой, но в то же время нарядный. Вязать его не долго, не сложно. Ширина на этот раз у меня получилась этого воротничка 6,5 сантиметров. Ну, в длину, как я уже сказала, 40 сантиметров. Длина я всегда измеряю по внутреннему вот краю. Сейчас также я его отфотографирую и отправлю заказчице. Вот. Симпатичный воротник. Наверное, в первую очередь я буду снимать видео мастер-класс по этому воротничку. Но, как я уже говорила, это видео я размещу на моем канале в Рутубе. Хочу немножечко вас туда переманить. Так что будем вместе вязать вот этот воротничок. Я знаю, что к 1 сентября сейчас будет много заказов на воротнички, и я буду вязать еще и еще воротник. И вот хочу следующий вязать такой же. И заодно запишу видео мастер-класс по вязанию такого воротничка. Если вам понравился такой воротник, можете подписаться на мой канал в Рутубе. Ссылку на канал я оставлю также в телеграм-канале. Видите, у нас везде Дзен, Рутуб, Телеграм, ВКонтакте. Может быть, ВКонтакте еще также я опубликую ссылку на мой канал в Рутубе. Вот. Хотя можно видео публиковать и ВКонтакте. Видео в ВК. Вот. Может быть, я этот мастер-класс по воротничку опубликую и ВКонтакте, чтобы это видео могли увидеть как можно больше рукодельниц. Вот и пока я вязала этот воротник, у меня купили воротничок из предыдущего видео. Вот такой. Помните, я вам его недавно показывала. Этот очаровательный воротничок сразу мне написали и хотят приобрести. Ну все, он уже оплачен. Сейчас мы вместе с вами его упакуем. Давно уже не было упаковок в моих видео. Мне кажется, вы уже соскучились. Напишите, или я ошибаюсь. Может быть, вам не интересно. Но я знаю, что многие смотрят. Нравится наблюдать, как я упаковываю свои посылки. Итак, переходим к упаковке этого чудесного воротничка. У нас сейчас лето, пора цветов. Поэтому возьмем яркую упаковочную бумагу для хорошего настроения. Сейчас у нас сезон фруктов. Вот такая открыточка с черносливом. И открытка с пожеланиями внимания и заботы. Так, смотрим все внимательно, чтобы не было никаких ниточек. Все аккуратненько.
Так, воротничок мы с вами упаковали. Выглянуло солнышко, и мой утеночек растянулся и нежится тут. Так и хочется ему пяточки пощекотать. Ну, давайте еще вам расскажу про один заказ. Мне поступил заказ связать косыночку. И заказчик хочет, чтобы я связала косынку в лавандово-бежевых оттенках. И вот мы вчера гуляли с мужем опять в центре. Я зашла в Леонардо и купила несколько моточков пряжи специально для этой косыночки. Ну, конечно же, вся эта пряжа у меня не уйдет на косынку. Каждый моточек здесь по 10 грамм. Это у нас пряжа Ирис от Гаммы. Вот в 10 граммах 82-83 метра. Плюс-минус 3 метра. Вот. Я не знаю, цвета нужно, говорить не нужно, но я подобрала лилово, сиренево, лавандовые оттенки, розоватые. И когда буду уже вязать косыночку, я уже буду смотреть, какие будут цвета я использовать или не буду. Примерно на одну косынку уходит около 20 грамм, может быть, чуть больше. Мне очень нравится вот эта пряжа, именно Ирис от Гаммы, не от кировского комбината. Мне кажется, она не так блестит, как кировский Ирис. Вот эта нитка более матовая, и она более тоненькая. И вязать из нее очень-очень приятно. Единственное, что, конечно, моточки маленькие. Ну что такое, 10 грамм моточек. Вот. Ну, один моток стоит порядка там 80 рублей, кажется. Сколько я взяла моточков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мотков. Это получается 80 грамм, но на 3 косынки, наверное, мне этой пряжи хватит. Ну, давайте скажу по расцветкам. 0078. Вот этот более сиреневый, этот как больше к лиловому, к фиолетовому, 0074. Я в магазине растерялась, не знала, не смогла выбрать сразу. И думаю, ладно, беру все, что мне подходит более-менее по расцветке, а потом уже дома определюсь. Так, вот этот цвет, вот так, может быть, солнышко нужно убрать, 0112. Вот. Вот они похожи. Да нет, вот этот более насыщенный красный, а этот больше в синеву. 0111. Так. Они эти похожи, но все равно этот более розовый, этот 0037, а этот моточек 1095. Это что касается вот таких оттенков лавандовых. И бежевые моточки это 3225. 32, 31, 0040. И вот этот как-то немножечко лимонный отлив есть. Мне кажется, он разбавит, вот, украсит косыночку, сделает более интересной ее. 31,87. У меня какие-то остатки этой пряжи есть уже, маленькие моточки. Я посмотрю, может быть, и повторяются. Тогда я использую вначале остатки, потом добавлю уже от новых мотков. Мне прям не терпится уже приняться за эту работу, взяться, начать вязать эту косыночку. Косынку я буду вязать, как вы поняли, разноцветную, и мы с вами уже вязали такую косынку вместе на канале, и ссылку на косыночку эту разноцветную я также оставлю в описании под этим видео. Интересная косынка получится, я думаю. Но какая она у меня, в этот раз получится, я вам покажу уже в следующем видео. Вот. И я начала вязать еще игрушку. Ну, там, да нет, наверное, даже и показывать не стоит. Там пока я связала только голову и одну лапку, там даже непонятно, кто это получится. Хотя нет, давайте сейчас я покажу голову. Она у меня еще не оформлена совсем. И кину клетч. Может быть, кто-то догадается, кто это у меня будет. Давайте сейчас принесу и покажу. Итак, вот вам загадка. Загадка недели. Да нет, наверное, это совсем непонятно. Мне кажется, никто не догадается, кто это у меня получится.
Не знаю, успею связать я за неделю к следующему отчетному видео или нет. Если вы не вязали такую игрушку, то, наверное, не догадаетесь. А там как знать. Итак, вот у меня пока что только голова. Я сказала уже, что это без оформления. Здесь нет еще ни носика, ни утяжки, ни ушек никаких. Вот. Пряжа это носочная от Пехорки, по-моему. На ощупь она не очень приятная. Такая колюченькая. Но это подразумевается, что у меня будет интерьерная игрушка. Мне кажется, не для маленьких детей. Ее особо не надо к себе прижимать, поэтому... Но цвет мне очень подходит, поэтому я взяла именно эту пряжу. Вот. Ну ладно. Если вы... Ну, пишите, какие у вас предположения, кто это будет. Прям интересно, кто-нибудь догадается или нет. Такой не маленький размер. Посмотрите, какая головешка крупная. Так, и еще один процесс покажу. Точнее, я вам его уже показывала. Просто сейчас промежуточный будет у меня демонстрация промежуточная, что я успела еще связать. Итак, у меня продвижение по изделию. Смотрим, какое. На самом деле ничего тут сильно я не продвинула. Вот такой плед. Меня в комментариях писали, спрашивали, что с моим пледом. И вот хочу отчитаться. Вот такой отрезок пока у меня по высоте. В ширину я вам говорила какой. Ну тут, по-моему, сантиметров 90. Я уже не помню сама. Ширина пледика будет. Ну-ка, давайте померяем. Забыла. Видите, памяти нету от слова совсем. Так, в 2 раза сложен. Так. Вот 41,82 в ширину. Ну, здесь будет у меня еще обвязка потом по краю, по периметру всего пледа. А в высоту я его связала. Ну, в длину, наверное, высоты нету у пледа. Так, измеряем. Вот 30 сантиметров. Ну да. Медленно, но уверенно. Это, считай, 1/3. Я хотела где-то 80 на 90 сделать. Ну, 1/3 провязала. Ну, вот единственное, что у меня вот такой моточек. Один. Вот этот у меня, по-моему, еще... Нет, наверное, такой тоже нужно мне купить цвет. И вот таких 2 мотка. Молочного 0,5 у меня много. И вот этот большой моток, я думаю, мне хватит. А вот эти 2 моточка мне придется подкупить. Ну, вот это точно. Какой-то цвет я уже не помню. Нашла номер себе, хотела запомнить, но, конечно же, забыла. Надо все записывать. Или пить какие-то витамины для памяти. Так что очень-очень приятный плед. Вязать его это прям отдых. Вот когда не знаешь, что повязать, лучше не браться за что бы попало, а вот взять спокойно и продвигать свой плед. А пока вяжешь плед, думаешь тем временем, что же нормального, полезного, нужного связать. Вот. Так что пледик у меня, я думаю, все равно рано или поздно свяжется. Ну и давайте я вам покажу свои обновки рукодельные. К покупкам, что я купила. Я все равно горжусь собой. Купила всего лишь 1 моточек пряжи. Это пряжа Alize Super Wash Artisan. Это носочная пряжа классическая. Видите, машинная стирка. 420 метров на 100 грамм. Ну и в составе, как мы знаем, 75% шерсти и 25% полиамида. Хорошая пряжа. Уже много раз ее я покупала для вязания носочков. У меня в запасах ее очень-очень много, но мне нужен был именно вот такой цвет петроль. У меня много остатков от разных производителей носочной пряжи, и мне нужно как-то это все собрать воедино, скомбинировать, а чтобы все остатки связать, мне вот нужен был именно вот такой цвет. На Валберес, если 1 моток заказывать, конечно же, получается дороже. Это я покупала в магазине оффлайн у нас в городе. Ну, конечно, упаковка на Валберес было бы дешевле, но мне 5 мотков не нужно, поэтому чуть-чуть подороже, но купила 1 моточек. Все. Буду вязать остатки, продолжать. У меня там много нужно связать детских носочков, а именно вот этот цвет мне будет в помощь связывать между собой, комбинировать остаточки. Вот.
И еще у меня обновочка. Но это у меня не покупка, а подарок от моей подруги. Подруга молодости нашей. Света, тебе огромный привет. Я знаю, что ты смотришь все мои видео. Света живет в Санкт-Петербурге и заказала мне по Вайлдберрису. И мне пришли вот такие спицы. Носочные спицы Чиагу. 25 миллиметров толщиной и длиной 15 сантиметров. Это все, что мне нужно. И длина, и толщина. Но Света, конечно же, знает, как меня порадовать. Я, конечно же, отговаривала ее от этой покупки, но если Свете в голову пришло, уже все это бесполезно бороться. Спасибо огромное, но я уже лично поблагодарила свою подругу. Света тоже сейчас вяжет носочки, да, Света? Светик, Светик. Так что, видите, балуют меня мои зрители, мои друзья. Я очень рада, что у меня есть такие друзья, такие мои внимательные, заботливые зрители. И, кстати, хочу всех моих зрителей, которые делают денежные переводы, очень-очень сильно вас поблагодарить. Это так приятно. Сидишь, вяжешь, и приходит смс-ка, вам доставлен перевод такой-то, такой-то. Это так приятно. Прям греет душу, что мои видео не остаются забытыми. Ну, мы все понимаем, что деньги никогда не бывают лишние. Это очень приятно. Я вот, к сожалению, не проговариваю в своих видео. Наверное, нужно в каждого в отдельности благодарить моего благодарного зрителя, который пересылает мне денежные переводы. Вот. Ну, буду стараться не забывать и в каждом видео упоминать всех моих зрителей. Вот. Как мы знаем, YouTube сейчас не монетизируется, поэтому такие денежные переводы очень помогают. Вот. Всем спасибо за такое внимание к моему творчеству. Я еще не пробовала вязать этими спицами, но знаю, что это очень хорошие спицы Чиагу, вот этой фирмы именно, ну, по отзывам, опять же, рукодельниц с других YouTube каналов. Вчера поздно их получила, уже просто не было сил даже повязать носочки, поэтому, но сегодня пока тоже еще не открывала. Но видно, что они такие прям, ну, прелестные спицы. Все, пойду сейчас набирать резиночку. Вуаля, процесс пойдет сейчас. Вот. И я нашла такой красивый узор для следующего пледа, поэтому, наверное, буду стараться побыстрее довязать этот пледик детский, чтобы начать следующий. Вот как носочки должны быть всегда на спицах рядом лежать, начатые. А почему они должны быть? Потому что я уже как-то говорила в своих видео, когда мне кто-то позвонил по телефону, или я кому-то звоню в разговоре, какие-то игрушки там вязать или салфетки по схеме. Сложно, когда разговариваешь. Ну, и обычно схемы уже мы все храним в телефоне, нужно заглядывать в телефон, а телефон же занят, мы по нему разговариваем. И на этот случай должен быть какой-то процесс, а вот именно носочки можно вязать под телефонные разговоры и вот пледики. Тут думать ничего не нужно, все на автомате. Вяжи себе и вяжи. Вот, поэтому хочу довязать этот плед и уже приступить за новый. Там очень мне понравился узор. Но там ничего сложного, просто узор такой волнами. Есть зигзагами, а этот именно волнами. Там это за счет разной высоты столбиков достигается такой красивый узор. Ну, когда начну, я вам, конечно же, обязательно покажу его. Вот. Давайте зайчика пока сюда положим. Так, сейчас мне нужно отфотографировать воротничок, отправить заказчику. И вот у меня в планах же на этой неделе обязательно снять видео, как я вяжу этот воротничок. Вот. Ну вот такая была моя рукодельная неделя. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам оно понравилось. Если это так, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!